Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск новостей из мира страйкбола за последнюю неделю, которые мне удалось найти. StrikeArt опять радует новинками, а точнее запуском этих новинок в продажу. Во-первых, наконец начались продажи автономного выстрела для страйкбольных подствольных гранатометов, который называется Толкач. Для стрельбы этими выстрелами не требуется никаких переделок стандартного 40-мм страйкбольного гранатомета или установки каких-либо модулей или гильз. Просто вставляем выстрел в гранатомет и бахаем. Летит на 60 метров. Разумеется, продукт полностью сертифицирован и имеется сертификат Таможенного союза. Розничная цена 200 рублей, то есть цена точно такая же, как у ручных гранатометов Пенал или наствольных гранатометов Калибр. Во-вторых, наконец начались продажи новых страйкбольных гранат с активной скобой М67. До StrikeArt такие гранаты в таком форм-факторе делали только таги. Версия от StrikeArt немного проще в плане копийности, но она дешевле и выпускается в вариантах с 4 и 6 корсаром и с наполнителем в виде шаров или гороха. Ценник в зависимости от пироэлемента и наполнителя варьируется от 190 до 230 рублей. И самая главная новость. StrikeArt наконец сделали пусковое устройство для выстрелов чекист с электроподжигом. Принцип действия — электродуга. Как и в случае с механическими пусковыми Cortez, есть версии гильз для всех страйкбольных гранатометов. Также будет вариант в исполнении автономного ручного гранатомета Малыш и подствольного гранатомета M-Style. В чем главный плюс таких пусковых? В отличие от механических пусковых устройств, их не нужно перезаряжать перед каждым выстрелом. Из обслуживания нужно только периодически заряжать встроенный аккумулятор и чистить центральный контакт. Ценник на гильзы от 2900 рублей до 3300 рублей. Ценник на Малыш и M-Style 4900 рублей. И, конечно, для гранатомета Малыш будет продаваться отдельно ствол. Толкач и М67 уже приехали на склад нашего магазина страйкбольной пиротехники Бабахи и есть в наличии. Пусковые с электроподжигом приедут в начале июня. А заказать можно уже сейчас, ссылка есть в описании, доставка работает по всей России. Tokyo Marui провели свой первый онлайн-эвент Marui FES Online. Если раньше для презентации своих новинок они делали свой собственный фестиваль, то сейчас, в условиях всяких там карантинов, они решили все это сделать онлайн. Показали сразу несколько новинок. Во-первых, это, конечно, ГББ-версия Glock 17 4-го поколения. Внешняя новинка будет повторять все особенности глоков 4-го поколения. Это и обновленная текстура рукоятки, и увеличенная кнопка сброса магазина, которую можно переставить как на левую, так и на правую сторону, а также это сменные накладки на рукоять. Газовая система и конструкция затвора точно такая же, как была на Glock 19 от Marui. Заявлена полная совместимость с магазинами Glock 17 3-го поколения. Во-вторых, это компактный No Blowback пистолет LCP. Работает он от Грингаза, затвор тут не двигается. Габариты и внешние части полностью повторяют боевой Ruger LSP, соответственно, пистолет помещается в оригинальные кобуры. При этом оригинальных маркировок Ruger тут нет. Следующая новинка — это No Blowback пистолет Bodyguard 380 Smith & Wesson MNP. Внешний пистолет повторяет боевой прототип от Smith & Wesson с маркировками. А внутри механизм точно такой же, как у LSP No Blowback. Ну и наконец анонсировали Gas Blowback версию пистолета FNX 45 Tactical Black. Насколько я понял, никаких отличий от предыдущей версии, кроме как в цвете, нет. Для владельцев пистолетов Glock от Tokyo Marui CRW показали комплект внешки, который состоит из алюминиевого затвора с покрытием Cerakote, ствола из нержавеющей стали и набора стальной фурнитуры Silent Arms. Прозрачная рамка в комплект не входит, и где ее взять, я не знаю. Poseidon засветили рамку и затвор в своем исполнении для Glock 18C. Насколько я понял, тоже для Tokyo Marui. Информации пока не так много. Известно, что это будет называться P18 EVO 2, затвор алюминиевый и покрыт Cerakote. И на затворе написано, что нет никакой пощады, если приходит Poseidon. Как-то так. Ars Arma пару дней назад начали продажи нового лонгслива. Название Экватор как бы намекает на то, что он рассчитан для ношения там, где жарко в прямом смысле этого слова. Например, в Краснодаре или в спортзале на турнике. Лонгслив изготовлен из качественного спортивного трикотажа с антибактериальной обработкой серебром, который благодаря своим свойствам быстро отводит влагу от тела и быстро сохнет. Анатомический крой, эластичная ткань и плоские швы способствуют посадке по фигуре и удобному ношению.
Чтобы поясница не задиралась, задняя часть лонгслива увеличена. Горловина тоже увеличенная, чтобы исключить натирание шеи, например, оружейными ремнями. Ценник называют в 1500 рублей за штуку. Я не очень понимаю, в честь чего, но с 18 по 30 мая группа 99 продает свою одежду со скидкой до 30%. И если вы давно присматривались к их одежде, то это то самое время. А еще в своей группе ВКонтакте они запустили розыгрыш фирменных джинс Калашников, на которые я делал обзор осенью. Нет, это, конечно, не те самые джинсы, из которых я не вылажу последние полгода, и это не та вторая пара, которую я купил впрок, чтобы пока первая пара в стирке, вторую я мог носить. Они разыгрывают новые, никем не ношенные джинсы, это прямо точно. Условия розыгрыша самые стандартные. Нужно быть в подписчиках их группы, сделать репост публикации с розыгрышем и ждать 30 мая, когда этот розыгрыш состоится. Ссылки и на скидки, и на розыгрыш прямо под видео. Modify показали работу ГББ-версии нового пистолет-пулемета ПП-2000 в режиме полного автомата. Из-за пандемии срок релиза сдвинулся на июнь, но предзаказ для магазинов уже запущен. Розничный ценник на сам пистолет-пулемет $300. К нему можно докупить дополнительный обвес и магазины. А магазин Airsoft Store говорит о том, что уже в августе есть все шансы привезти этот пистолет-пулемет в Россию. LCT продолжает анонсировать новые глушители со встроенной трассерной насадкой от Ace-Tech. А еще они начали продажи новых эргономичных рукояток для АК-серии. Больше ничего интересного от LCT пока не слышно. Minecraft анонсировали новую механическую систему без электроники PDI-K Gen 2. Новая версия будет иметь возможность регулировки длины нозла плюс-минус 1,5 мм под разные хоп-апы. Система работы нозла Close Bolt. Внутри используется только одна пружина, которая находится в спусковом клапане. Заявлено, что система будет работать при низком давлении. Спуск укороченный. Планируется, что PDI-K Gen 2 будет продаваться как в стендалон версии без стенок гирбокса, так и в версии со стенками гирбокса второй версии. Заявленный ценник $255. SRC не сдаются и вроде бы даже пытаются меняться. Не так давно они анонсировали новую линейку приводов для заруб на CQB полигонах, которая называется Falcon. По сути, это модные в последнее время М-ки с магазинами а-ля 9 мм. Внутри стоит обновленный гирбокс второй версии и четвертого по меркам SRC поколения с MOSFET, неплохой внутрянкой и тяговым мотором. Актуальные в наше время роторный хоп-ап и быстрая замена пружины тоже имеются. Ценник пока не знаю, и других новостей у меня пока тоже нет. Как всегда, предлагаю обсуждать это видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал, не забывать нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Евгеньевич, до скорого!